Всем привет на этом канале. Хороший вопрос задают. Какой рабочий моторесурс вот этих шайтан-арбамашин? Ну, таких и воздушного охлаждения. Ну, если инструкцию почитать, то вот на эти трактора дают 1000–1500 моточасов ресурса. А на воздушное охлаждение там до 2000, 2,5. Даже некоторые сумасшедшие даже дают до 3. Так, ну я вам буду рассказывать про свой опыт. И что с этим моторесурсом. Вот мой трактор, ему уже, не помню, 14 лет, по-моему. Ну, не то чтобы он сильно впахивал, конечно. Не такие у меня объемы. Но моторесурс, по моим подсчетам, у него уже 800 часов есть. И все при этом он немножечко начал подъедать масло. Ну, то есть что? Это значит, что там уже есть какая-то проблемка нарисовалась с цилиндропоршневой группой, раз он начал подъедать масло. Масло немножко надо подливать. Раньше вообще не надо было подливать. Вот. Поэтому 800 часов он проездил. Масло немножечко есть, значит, уже близко мы к промежуточному ремонту, потому что ремонты бывают капитальные, бывают промежуточные. Промежуточный ремонт – это когда вы поменяли кольца, поменяли сальники клапанов, но на этом моторе нету, и, возможно, поменяете втулки клапанов, ну и, соответственно, головку сделаете клапана, притрете гнезда, пришорошите. Вот это промежуточный ремонт. А, и вкладыши коленвала, возможно, поменяете. Капитальный ремонт – это когда замена практически всего или восстановление практически всего. Так вот, до промежуточного ремонта, я так думаю, что он где-то на 1200–1300 моточасов и выйдет. Вот еще немножко поездит, и придется мне поменять в нем кольца. Ну и все равно придется менять, потому что там уже, по-моему, прокладку головки блока немножко пробило. Вот. Начинает она уже от старости себя плохо вести, потому что прокладки головки блока – это такая штука, которая от старости разлезается. То есть она поработала, там постояла 12 лет. Обычно все резинотехнические изделия, вот эти все прокладочки, они 8–12 лет, и их надо менять. А у меня уже 14 лет, поэтому надо уже прокладку головки менять. Раз прокладку головки, то заодно и кольца, соответственно, поменять. Вкладыши вроде нормальные, все хорошо. На этих моторах расходник – это распылитель форсунки. Его вообще учитывать никуда не надо, ни в какие ремонты, потому что для этих моторов это расходник по причине того, что топливная система очистки не к чертовой матери. В общем, она очень слабенькая, распылители, поэтому долго не живут. Вот такой вот ресурс этого трактора. В общем, до промежуточного ремонта это где-то 1000–1300, и после промежуточного ремонта, я думаю, он 1800–1700, ну, если повезет, до 2000 моточасов дотянет. В общем, ресурс вот этого трактора – это где-то 2000 моточасов. На самом деле это очень много. Это для большого трактора ерунда, и для машины ерунда, а для мотоблока это очень и очень немало. Вот я 800 моточасов, таким 14 лет. В общем, это хороший моторесурс. То, что касается двигателей воздушного охлаждения, там дают моторесурс 2000, 2,5, 3. Но я вам так скажу, это вряд ли, чтобы они столько отходили. Очень вряд ли, знаю, как они сделаны. А сделаны они намного слабее, чем вот эти двигателя, которые от тяжелых мотоблоков. Ну, специфика конструкции. Там вообще эта конструкция немножко недоделанная. Кто ее проектировал, не знаю, где спроектирована правильно. А реализация не к чертовой матери. То, чтобы они проехали 3000 моточасов, то это маловероятно. То есть что то, оно ходит одинаково. Потому что, когда продавцы начинают рассказывать при продаже трактора, то рассказывают, что те с воздушным охлаждением, там моторесурс намного больше. И все такое, более качественные двигателя. На самом деле и те ходят одинаково. Да, моторесурс, конечно, сильно зависит от качества, на каком заводе сделан этот двигатель, потому что если нету качества, то откуда же там моторесурс? Ну и самое главное, от эксплуатации. Будете правильно эксплуатировать, будет ездить долго. Не будете правильно эксплуатировать, ну, угоните его и за 100 моточасов. Так, слабые места. По ремонтопригодности. Значит, вот эти двигателя воздушного охлаждения, они не то что мало ремонтно пригодны, они очень дорогие в ремонтах, и иногда их капитальный ремонт не целесообразен, потому что стоимость запчастей близится к стоимости нового мотора. Легче купить новый мотор, чем играться с тем восстановлением. Что касается вот этих тяжелых мотоблоков, вот этих двигателей, то цена на их запчасти в 2 раза меньше, чем на те, которые воздушного охлаждения. Поэтому они ремонтопригодны, и их ремонтировать смысл есть. Что касается слабых мест, у этого тяжелого мотоблока слабых мест уже хватает. Слабое место – это постоянно перегородки поршня могут лопать при неправильной эксплуатации. Если правильной эксплуатации, ничего с ним не будет. Еще какие слабые места? Ну, в принципе, больше у него слабых мест и нет. Форсунка, как я сказал, это расходник. Если у вас алюминиевый радиатор, а сейчас они все с алюминиевыми, то это тоже слабое место, потому что алюминий на радиаторе – это дело плохое. У меня еще мотоблоки первых выпусков, как только они появились, вот у меня радиатор латунный.
вечный. Вот. А сейчас с алюминиевыми радиаторами это, конечно, плохое дело. И больше, в принципе, слабых мест у него нету. Что касается воздушного охлаждения, то там слабых мест хоть отбавляй. Там вообще конструкция уникальная. Форсунка очень слабое место. Топливный насос ТНВД, там слабое место. Ну, там не сам насос ТНВД слабый, а система очистки ни к чертовой матери. Надо ее переделать. Кто не переделает, тот поменяет ТНВД несколько раз, пока до него не дойдет, что надо поменять фильтровальную систему. Кто поменял фильтровальную систему, тот забудет о топливном насосе высокого давления. Форсунка там тоже расходник, она там очень часто клинит. Шморгалочка, то есть та веревочка, за которую дергают, там тоже расходник. Значит, на ТНВД там стоит стаканчик, такой толкатель. Он тоже расходник, потому что на нем выработка появляется со времени. Здесь толкатель с роликом, он практически никогда не вырабатывается, потому что ролик крутится. А там толкатель плоский, тоже расходник. А если не расходник, то надо подрегулировать потом постоянно момент впрыска, потому что он там после выработки немножко сбивается. И вообще, те двигателя воздушного охлаждения, они такие примхливые. В общем, тут запчасти такие погрубее. Видно, что они рассчитаны на нагрузки побольше, чем там. А те двигателя нежненькие. Ну и система смазки, тут понятное дело, масло влезает больше, а в том мотоблоке масло влезает меньше. Там литр 100 заливается, а тут от 1,5 и выше. Понятно, меньше масла, быстрее греется. Хотя там и корпус алюминий вроде охлаждаться должен быстрее, но все равно те моторы, они больше термонагружены. Значит, более требовательны к качеству масла. А эта гадость работает на любом масле, на любом топливе. Так что, кто спрашивал, где ресурс больше, на этих двигателях или на тех, какие лучше брать, даже не заморачивайтесь. Ресурс одинаковый, но ремонт на этом в 2 раза дешевле. Ну а сегодня такое было видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, ставим лайк, потому что я очень жаден. Обязательно пишем в комментарии в поддержку канала. Так, и если кому будет интересно сравнение проблемных мест вот этих двигателей с воздушными, то пишите в комментариях. Соберусь с мыслями и расскажу.